Сегодня поговорим о новом игроке в нише менеджеров паролей, который появился не так давно. PeerPass. Он хранит информацию только на ваших устройствах. Никаких облаков, никаких серверов. Чтобы украсть ваши пароли, злоумышленнику придется получить физический доступ к устройству. Звучит интересно? Давайте разберемся, что это такое, как работает и чем отличается от уже известного KeePass. PeerPass — это продукт компании Tether. Да, той самой Tether, которая стоит за криптовалютой USDT, крупнейшим стейблкоином в мире. Может показаться странным, что криптовалютная компания занялась менеджерами паролей, но если подумать, логика есть. Tether продвигает идею децентрализации и контроля пользователей над своими данными, что полностью соответствует философии криптовалют. PeerPass был официально представлен 17 декабря 2025 года, то есть это совсем свежий продукт. Приложение доступно бесплатно на всех основных платформах: Windows, macOS, Linux, Android, iOS и в виде расширения для Google Chrome. PeerPass — это полностью локальное хранение данных. Ваши пароли никогда не уходят в облако, не хранятся на серверах Tether или кого-либо еще. Все данные зашифрованы и лежат только на ваших устройствах. Но главное отличие от того же KeePass — программа работает по принципу peer-to-peer, то есть устройства синхронизируются напрямую друг с другом, без посредников. Используется технология Peer Runtime, которая также разработана Tether специально для децентрализованных приложений. Еще один важный момент. PeerPass работает офлайн по умолчанию. Синхронизация происходит, когда оба устройства онлайн, но сама работа с хранилищем не требует подключения. Ну и еще, PeerPass, как и другие надежные менеджеры паролей, это полностью открытый исходный код. Он доступен на GitHub, что держит разработчиков в тонусе, ведь если задаться целью иметь определенные компетенции, его можно проверить. Более того, создатели заявляют, что приложение прошло независимый аудит безопасности, как, впрочем, и другие известные менеджеры паролей. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поддержите, пожалуйста, нас лайком, подпишитесь на канал и включите уведомления. Это реально помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. И да, у нас появилось спонсорство. Если хотите поддержать наш проект, можете присоединиться. Мы будем очень благодарны. Ссылка в описании. Теперь давайте установим и настроим PeerPass с нуля. Идем на официальный сайт проекта или в официальный магазин для вашей операционной системы. Нажимаем «Скачать» и выбираем нужную платформу. Я покажу установку на macOS. Скачиваем, устанавливаем и запускаем. При первом запуске он может потребовать разрешения по безопасности. В итоге попадаем на такую приветственную страницу, где нам еще раз расскажут о ключевых особенностях PeerPass. Далее приложение попросит создать мастер-пароль. Это единственный пароль, который нужно будет запомнить вам, а не ему. И нас сразу же предупреждают, что восстановить его будет невозможно. Забудете — доступ потерян. Поэтому храните его надежно и бережно. Устанавливаем, приложение сразу же попросит ввести этот мастер-пароль. Двухфакторной аутентификации, кстати, нет. Может быть, пока. Надеюсь, что пока. Переходим к следующему шагу — создать хранилище или загрузить. Вот функция «Загрузить» — это как раз P2P передача с вашего устройства. Он попросит код хранилища. Об этом поговорим позже. Сейчас создаем новое. Вводим название и попадаем в главное меню. Внизу нам сразу предлагают установить расширение для браузера, и тоже не сейчас. Сделаем это в конце видео. Пока что тут есть. Привычно для менеджера паролей специальные формы для сохранения логинов и паролей, личных данных, кредитных карт и свободные поля для информации. Идем в настройки. Язык, увы, поменять нельзя. Пока только английский. Управление хранилищами. По сути, только переименовать. Далее импорт. Здесь можно перенести пароли из действующих менеджеров. Довольно быстро и просто. В вашем менеджере найти вкладку «Экспорт» и сохранить как предложенный файл, который потом подгрузить сюда. KeePass в списке нет, но незашифрованный файл добавить можно. Обратный путь — «Экспорт». Два доступных формата. Написано, что можно выбрать хранилище и указать, хочу ли я зашифровать файл, вот только я нигде не увидел этой опции. И расширенные настройки. Вверху пока не активированное расширение для браузера. Далее слепые пиры. В двух словах, это пассивные узлы сети, которые хранят копии данных без знания их содержимого и без участия в активных запросах. Их задача — поддерживать доступность данных, когда основные устройства пользователя офлайн. Можно ли без них? Да, можно. Например, телефон-компьютер без третьих узлов. Теперь сохраним какой-нибудь пароль. Пусть первая вкладка «Логин». Заполняем все поля, которые нам нужны. Есть свободное поле, как заметка. Сюда можно добавить любую нужную вам информацию. И да, также можно прикрепить файл.
Зачем? Не знаю, но ограничение 6 мегабайт. Сохранили, и он добавился автоматически в папке по типу слева в меню. По абсолютно такому же принципу можно добавить все, что тут предложено. Пока PeerPass предлагает создать первый файл, потом добавляем через плюс в правом верхнем углу. Можно просто добавить что-то общее, заметку или что-то до 6 мегабайт весом. Любите все упорядочивать по своим папкам? Жмем на плюс слева рядом с разделом All Folders, создаем все, что нам нужно. Далее ваши сохраненные пароли можно будет убрать в эти папки либо сразу из меню, которое находится над названием в 3 точках, либо при редактировании карточки. Можно выбрать папку хранения. Теперь как поделиться хранилищем? Слева внизу «Добавить устройство». И, собственно, две функции «Поделиться этим» или «Добавить новое». Да, сразу ремарка. Несколько хранилищ могут существовать в приложении. Можно будет сразу выбрать при входе в PeerPass или переключаться из вкладки слева над всеми группами сохраненных карточек. Синхронизирую это хранилище и добавляю его в приложение на смартфоне. Можно просто отсканировать QR-код, который, кстати, действует только 2 минуты. Потом его надо будет сгенерировать заново. Или же отправить ключ хранилища удобным и безопасным способом. Я захожу в свое приложение на смартфоне, нажимаю на замок слева вверху. Добавить устройство, загрузить хранилище. И можно выбрать значок QR-кода справа в строке ввода, чтобы отсканировать его, ну или просто вставляем присланный ключ. Пару раз выдавалась ошибка, что что-то пошло не так, но оказалось, что все так. Хранилище добавилось. И если нажать на замок снова, можно будет его выбрать в списке и переключиться, когда это необходимо. В обратном порядке то же самое. И в завершении браузерное расширение. Переходим по предложенной ссылке и устанавливаем его в наш Google Chrome. Запускаем. Чтобы синхронизироваться, понадобится токен из приложения. Где его найти? Идем в настройки, расширенные, и вот здесь включаем тот самый ползунок активации расширения. Остается только копировать, просто кликаем мышкой, и вставить. Все. Теперь все пароли из хранилища у нас под рукой. Можно в ручном режиме также добавлять все, что вам нужно. Синхронизация, по идее, проходит в фоновом режиме. Добавляешь в приложение, появляется и здесь. Но кнопка для ручной синхронизации предусмотрена. При новых случаях регистрации на сайтах можно будет сгенерировать пароль в PeerPass и потом пользоваться автозаполнением. Например, переходим в расширение, жмем «Добавить» и открываем меню «Пароль». Здесь можно выбрать вид, пароль или парольная фраза, длину пароля и включает ли он специальные символы. Точно так же можно генерировать пароли и в основном приложении. Нажимаем «Копировать и закрыть» и можно регистрироваться. А дальше при входе на сайт будет всплывать подсказка, и тут автоматически заполняем из PeerPass. Сохраненные пароли доступны на всех подключенных устройствах. Но вот беда. Для работы расширения основное приложение должно быть открыто. Да, постоянно, что очень неудобно. Может быть и такое, что вы закроете приложение, попробуйте зайти в расширение, и потом нужно будет заново все связывать. И еще один большой минус. Даже в открытом приложении существует какой-то непредсказуемый тайм-аут сессий. То есть через какое-то время бездействия приложение и расширение снова потребуют пароль, и автозаполнение работать не будет. Как убрать это, я так и не нашел. Создатели PeerPass заявляют, что это первый P2P менеджер паролей в истории. Громко, но не совсем так. Были примеры и раньше. Взять хотя бы возможность синхронизации через SyncThing или KeePass с локальным хранением. Однако вот в таком виде, с готовой P2P синхронизацией, что называется, из коробки, наверное, да, первый. Если вы задумывались о том, чтобы перейти на менеджер паролей, конечно, стоит его рассмотреть. Если уже пользуетесь KeePass или Bitwarden, то, наверное, не нужно спешить переходить. Посмотрим, куда он будет развиваться дальше. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.